Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Так, здорово, танкисты, здорово, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks, он же Мир танков. Сегодня у нас на обзоре ПТ САУ Франция 7 уровня, проходная прокачиваемая ветка AMX AC-46, вот этот бегемотик, да. Достаточно сложная машина. А почему, сегодня разберемся, да, полноценный обзор, гайд, и предлагаю уже начать этот обзор с бронирования AMX AC-46. Итак, вот Collision модель AMX AC-46, ставим ее правильно, смотрим. НЛД 80 мм, перейденки 183, ну блин, такое на семерке что-то даже будем танковать на самом-то деле, обычные снаряды, не голду. Вот. Основная бронеплита ВЛД, она же рубка корпуса, давайте правильно поставим, только вот так. Вот, 120 мм, перейденки 153, 100 до 172 вверху, щеки у нас 186, 187. Все, что касаемо маски орудия, это верхняя часть, да, над пушкой. Сейчас правильно поставим, опять же, вот так. Это получается там все достаточно неплохо. Маска реально неплохая. До 250, как для 7 уровня, она будет что-то даже прям вытанковывать. Вот, кругляк вокруг орудия, у маски орудия 270, 450 там и жесть. Короче, в эту часть, включая вот верхнюю, лучше этой ПТшки не стрелять. Ну, а здесь, ну что, в принципе, даже какие-то обычные снаряды 7 уровня нас пробивать будут. Но дальше еще все интереснее. Вот такой огромный гриб, да, командирка. Здесь у нас в приведенке соточка, но есть вот этот вот кругляш наверху, где уже 248. Здесь 140. То есть, если сюда стрелять, то в центр. Ну и, конечно, обзорный прибор с броней 115, 110, 102, где как. Да, опять же, вот есть верхняя часть, туда не надо стрелять, нужно сюда. Но это просто огромная часть. Сюда не надо стрелять, урона не нанесете. Вот. Боковое бронирование нас не интересует, потому что от борта мы танковать эффективно на ней не сможем. Просто посмотрим, 30 мм полный картон. Итак, НЛД. Ну, такое относительно неплохое, в принципе, все равно. ВЛД, конечно, вот в этой части внизу все пробивается, сам корпус. Полная фигня. Так, с броней разобрались, только маска орудия крепкая, все остальное, то есть это не штурмовая ПТ, а больше кустовая, вот, универсальная, то есть между штурмовой и кустовой. Какая что-то есть броня, будет танковать, но это против СТ, против тяжелых танков и ПТ САУ на вылет нас будут рвать. Давайте смотреть основные модули. Нам предлагается куча пушек, стартуете вот на такой, да, с таким пробитием 135-175 голдой. Конечно, нас интересует вот это орудие, 100 мм, 300 альфа, да, 300 альфа, заряжается пушка 9,2 секунды. И вот здесь уже пробитие 232 на основном и 263 на голде, ДПМ около 2000, точность очень в себе даже вменяемая, 0,34, а вот сводится пушка немножко долго, 2,7 секунды. Вот, конечно же, чтобы стрелять по засвету союзника, качайте топовую рацию, на стойке 400 метров, на топе у нас 750. Важно, топовый двигатель 575, а тут 850, как минимум процентов 20 с лишним вам подвижности топовый двигатель даст. Ну и на месте ПТшки важно крутиться. 26 градусов в секунду поворачиваем, здесь 24. Вот, по полевой модернизации, кстати, мы можем раз, ну только раз, и отключить. Вот, во втором блоке скорость подавок, так, прочность ходовой, сохранение набранной скорости. Я бы все-таки, она по подвижности в принципе не такая уж прям плохая. На месте она в принципе тоже неплохо крутится. Я бы все-таки поставил усиленную ходовую. Здесь поставил бы притирку шестерни наведения. Сводимся мы долго, лучше ускорить. Вот, точность у нас и так неплохая. И в пятом блоке поставить, наверное, к незаметности после выстрела. Все-таки мы ПТ САУ.
Это касаемо полевой монетизации. По оборудованию. В основной слот, дающий дополнительный буст на огневую мощь, ставим досел. Ставим усиленные приводы наводки. Ставим вентиль. Можем себе поставить вентиль. Вот. Да и нужно его ставить. По снарядам ББХ у нас основной снаряд летит косарь, очень себе вменяемо. Голда у нас под кол летит 1250. Вот, по снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель ставьте автоматически. Я себе позволю поставить доп. Паёк. Экипаж у нас 5 членов экипажа. Вот, перки вы сейчас видите на экране. По орудию, значит, по опушке, по огневой мощи у нас с УВНами все хорошо. Минус 10, и это замечательно. Вот, а по ХП 900. Тоже себе неплохо. По мобильности 50 вперед, 12 назад, почти 17 лошадей на тонну, как я уже говорил. В принципе, подвижность у нее неплохая. По незаметности. Перк незаметности у меня вот у данного экипажа не вкачан вовсе. Я еще чуть позже прокачаю. Можно раскачать где-то до там 30% незаметности. Обзор у нас 402 метра. 402, что тоже не так уж и жирно. Вот. У нас нет ни просветленки, ни стереотруб, как-то так. Вот, а что можно по этой ПТшке сказать? У нас нет поворотной башни, то есть мы крутимся корпусом, и это минус. По броне, в целом, я бы сказал минус, потому что в целом рубка не очень уж прям сильно бронирована. Какие-то мы снаряды будем не впитывать, а в основном от СТ, от ЛТ, не знаю, ПТ САУ точно нас все прошибать будут, на нормальных орудиях тяжелые танки тоже. И вот этот, конечно, обзорный прибор, ровно как и вот этот гриб, в который можно по центру вкладывать, они просто эпически огромных размеров, и все стараются как раз убивать в обзорный прибор. Это тоже жирный минус. По подвижности, в принципе, плюс. По орудию тоже плюс, хорошее пробитие, хорошая альфа. Есть УВН, есть быстрые снаряды. Вот. По незаметности ПТшка огромная, в нее стрелять легко. Она реально высокая, она просто огромная, очень удобная цель. Вот. По обзору больше, наверное, минус, чем плюс. Все-таки 400 метров для ПТ САУ универсальный, маловато, как по мне кажется. Ладно, предлагаю уже отправляться в бой. Давайте пощупаем, посмотрим, что же за ПТ такая. Погнали. Так, попали на тундру. У нас обзор боя французская ПТ САУ, проходная прокачиваем ветка МХ АЦ-46 7 левела. Попали к шестеркам. Вопрос, а куда нам ехать на нашей ПТшке? Наверное, направо к городу, и смотрим, кто как что гору займет, там уже по ситуации будем принимать решение. Ехать налево, это значит от тяжи в лоб получать, а пробивать они нас будут легко. Вот Шкода у нас к вам поехала, красавчик, ой, красавчик. Самое лучшее место для отыгрыша на Шкоде Т-25 100. Не пойму, чья гора до сих пор. Так, Тайпа расчехлили, хорошо. Надо поехать там упороться на Т-3485. О, не расчехлили. Тогда. АРЛ сейчас отлетит, скорее всего.
в ангар. Это я чудом сюда заехал, сейчас надо отсветиться. В ангар. Если бы не мы, то, возможно, все было бы грустно. Так, КВшничек. Вот обидно, я выстрелил. Ух ты. Убили. Хорошо. Убили. Хорошо. АТшник. Хорошо. Тихо, тихо. Молодой человек. Пушка не опускается, да? Да. У нас все плохо на самом деле. 4 фрага у нас, да? Убили. Убили. Так, сейчас сзади, наверное, будут заезжать. Кстати, воина взяли. 6 фрагов. Просто воюю просто на тоненького. Ни хп, ничего нету уже. Так, КВшника можно бахнуть. Бахнули без меня. Хорошо. Ну, у них, блин, Кинг-Тигр где-то еще живут. Кинг-Тигр там. Вот что-то. А итальянцы-то мне как ковырять-то чем? Меня сейчас тут убьет на позицию мне. И на удачу. Колду заряжаем. Да, итальяшку будет пробить сложно. А еще где-то Black Prince, мать его. Ну это все, да как? Он меня в любом случае, у меня все рога все торчат, а сбивать надо. Вот такой вот бой, переигрывать не буду, чтобы вы понимали, даже в бою против шестерок играть на этом куске дерьма очень сложно. Мне очень сильно не нравится МСАЦ-46. Хорошее, в принципе, пробитие, все здорово. Какая-то она не культяпистая, не знаю. Бой мы, скорее всего, сольем. Да, по захвату в первую очередь. Да, по захвату и сольем, не успеют доехать до итальяшки. Что можно сказать за данную ПТшку? Ну вот, 6 фрагов сделали, да. Но, сами видели, очень сложный играбельный аппарат. Очень. Фраги больше повезло. И даже настрел в 1659, ну как бы ничего не говорит.
Ну вот проиграли по захвату. 2-2 они остались, 2 в 2. Лично мое мнение, держать эту ПТшку в ангаре, иногда на ней выходить, играть, получать удовольствие, в моем случае точно не получится, потому что когда не нравится танк, и не получится на ней ничего сделать, а мне она не нравится. По пятибалльной системе поставлю ей 3 с минусом, потому что сложно. Можно играть на подобном классе техника нет поворотной башни, да, для этого тогда хоть какая-то броня должна быть, да, либо на ней играть чисто как на кустовой. Но сейчас в современном рендеме кустовые ПТ-САУ это полное говно. Вот. А у нас вот такая вот штука, да, вот это. Да и рубка такая себе. Вот. Так что, ребят, пишите свои комментарии, как вам данная ПТ-САУ, какой вы на ней катаете оборудование, а как по мне, кусок говна. Как-то так. Всем пока, до скорого. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайкос, а я говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.